Здравствуйте, мои дорогие. Вот сегодня у нас такое видео. Вы на канале Юлии Мэджик. Сегодня у нас расклад. Какой важный шанс ты рискуешь упустить, если мимо пройдешь? Все бывает, поэтому смотрим. Давайте посмотрим первую парочку вопросов. Так, с чем вы пришли? Вот сюда, на это видео. Представьте себя, что вы пришли вообще ко мне на консультацию, например, на личную. И здесь я рассматриваю ваш вопрос, лично ваш вопрос. Так. Но это касается вас лично, просто лично вашего, вашей сути, вот так вот хочется сказать. Это здесь и ваше развитие, и ваши отношения, и, может быть, даже финансовые какие-то вопросы. То есть все, что касается вас. Вот вы почему-то хотели бы узнать очень много о вас. С какой вот именно проблемой, возможно. Ну, многие девочки хотят спросить, что же там с любовью или же что-то касательно человека, да, который в вашей жизни, например, ведет себя довольно-таки жестко. А есть еще дама, это мы касательно человека мужского пола, а есть еще дама, точно так же довольно жестка с вами, либо как-то не понимает вас, или же что-то, что отталкивает вас ее, либо ее от вас, либо вас от нее. В общем, вот так. То есть я так вижу, что у нее какие-то жесткие энергии по отношению к вам. С каким вопросом вы пришли? Вам хочется тепла, спокойствия, уюта, такого, знаете, уютного гнездышка. С какой болью? Но вам не хватает сейчас на это сил. Не хватает сил и энергии. Что прямо сейчас крадет твою энергию, кстати? Посмотрим. Вот что прямо сейчас крадет твою энергию? Показывают какого-то мужчину, в которого вы влюблены. Ну, либо так, человек, в который вам нравится. Вот. Во-первых, туда идут ваша финансовая энергия. Каким образом? Вы, может, напрямую как-то связаны, например, вы что-то платите ему, или же вы уделяете время и тратите свое время, а это ваши деньги. То есть тут о человеке, который вам нравится, будь то девушка, будь то мужчина, да, то есть тут неважно. Куда сливается ваша энергия? Это время неправильно распределенное. В общем, тут действительно какой-то очень сильный слив энергии идет. Как будто бы вы не тем занимаетесь, не той дорогой идете, не туда вообще направились. Вот так. А еще разбазаривание энергии. Хорошо, вот интересно, хорошо, как же тогда высшие силы вот видят вас, вот такого золотого человечка, который пришел сюда, и почему это вот они считают, что сейчас вы разбазариваете, а для чего тогда вы существуете, что там? Для более серьезных каких-то вещей, которые нужны людям, нужны миру, которые облегчат, допустим, даже жизнь человеческую. По сути, это и вам удовольствие будет приносить, и окружению. Что-то, что лежит судьбоносным, да, вот на вас. И это что-то очень замечательное и легкое. Тут у нас тройка кубков все-таки. Да, троечка у нас тут. Это что-то третье, то, чем вы сейчас не занимаетесь. Это связано с казенным домом. Что здесь казенный дом может иметь? Во-первых, это рост ваш, желание развития, или же, если брать физическую локацию, да, то могут говорить о учреждениях развития. А вы здесь видите, как я почему именно учреждение развития, да, я здесь говорю, потому что вы тут как ученик. Будет какая-то весточка вам, какое-то слово, сказанное вам, которое связано с этим, и вот дальше пойдет развитие в этом направлении. В чем твоя главная иллюзия в данный момент? Потому что я тут вижу, что человек явно обладает какой-то иллюзией. Что деньги падают с неба. Окей, ну это очень классная иллюзия. Она реально заводит в тупик какой-то. Либо что-то связанное с деньгами. А здесь восьмерочка. Это говорит, что нужно больше уделять внимания каким-то переговорам, например, да, если вы хотите
Владеть чем-то. Чем-то владеть. Что надо делать? Я знаете, что тут вижу? Что здесь особо серьезное влияние и есть от других людей на ваше финансовое положение. И это люди какие-то вот как на работе, что ли, говорят о вас. Так, хорошо. Ну вот главная иллюзия, что вы вместе с ними станете вот этой бумажной королевой, то есть та, которая владеет акциями, облигациями, деньгами. Вот в этом главная иллюзия, говорят. Главная иллюзия. Ну да, тут что-то с деньгами связано. Главная иллюзия с деньгами связана. От какого груза прошлого пора бы избавиться сегодня? Джокер, тут какая-то зависимость. До сих пор вас держит какая-то зависимость от кого-то, от чего-то. А что тут за зависимость? От кого, от чего? Десятка. Она реально вводит вас в какую-то яму. Тут смотрите, прям Джокер. А почему Джокер? Что здесь? Ну тут любовная история. Любовная история с вашей стороны. Я так вижу, что здесь привязанность, ожидания, а с той стороны жесткая дорога. С той стороны вообще я тут не вижу интереса, увлеченностью вами. Здесь какой-то холод, здесь повернута личность в другую сторону. В какую сторону? Ну, то, что интересует этого человека больше всего, то, что дает стабильность, то, что дает спокойствие, решения какие-то. Там, где человек чувствует себя в конкурентной борьбе, и человек постоянно в каком-то сражении находится. К вам я не вижу, чтобы он был увлечен так, или она там увлечена вами, чтобы этот человек был так увлечен вами, как тем, чем он сейчас занимается. Понимаете, это совсем другое, совсем другая дорога. Человек выбирает другую дорогу. А к вам что? А к вам, ну вот к вам. Человек говорит, у меня вот такие энергии, принимай. Не принимаешь, ну, твое дело. Вот так. Это слезы. Пятерка идет. Это слезы, это расстройства какие-то. Если не сейчас, то в будущем. Почему так? Хорошо. В общем, от Джокера избавляемся. Тут говорят, но я бы не хотела так жестко. Или прям жестко. Что вам надо сказать? Какой совет? Имейте свои амбиции. У вас какие-то другие цели, отличные от того человека, про которого я говорю. Сейчас не обращайте внимания на то, где он, что он, с кем он. И не привязывайтесь к этому месту, не привязывайтесь к этому человеку. Сейчас вам нужно больше стараться и думать о себе, выделиться в этом мире как-то. Показать себя людям. Это большущие амбиции и достижения. Признание, слава. Это выход за рамки. Вы любите быть в центре внимания, вы будете там. Это ваша ценность. Это ваша ценность. Здесь очень хорошего такого человека показывают в плане того, что этот человек ценен не только для ближнего окружения, а ценен для мира. Человек, который любит учиться, человек, который познает этот мир через обучение. Вот это и вам и принесет удовольствие в жизни, я так понимаю. Смотрите. Новые возможности пойдут через это. Новые знакомства. Это прекрасная карта, эта восьмерка идет, когда вы с удовольствием делаете то, что вам нравится, да, с удовольствием живете эту жизнь, с удовольствием занимаетесь какими-то делами, да, даже рутинными. Вот так. Хорошо, давайте тогда к основному такому перейдем блоку, более интересному. Посмотрим дальше. Почему видео вообще включилось именно сейчас, да? Давайте суть момента обозначим. На какой жизненной развилке ты стоишь, сама того не ведая, либо сам того не ведая? Вот эта развилочка. О дороге какие-то речи идут. Надо, не надо, делать, не делать. Но по сути тут шестерочка – это дорога направленная куда-то. Направленная. Надо. Вот она говорит, надо, какая-то дорога. Дорога в удовольствие. Дорога там, где любят. Дорога там, где добрые сердцем люди. Настроение, веселье, хорошее общение, понимание, гармония, праздник.
Вот так обозначена эта карта. И эта дорога не... Ну, шестерки всегда дорога, да. Эта дорога не есть просто так, да, то есть тут как бы крест, да, это как карма, да, либо что, то есть обязательно. Но, смотрите, не совсем-то это и карма, это об удовольствии, да, о судьбе. Значит, если не карма, значит судьба, да, как мы говорим. О какой скрытой опасности и обмане хотят предупредить сейчас? Вот есть ли какой-то скрытой опасности и обман? О чем-то есть что-то, что действуете вы как на пустое идет. А что здесь? Здесь вообще какой-то человек. Что-то с любовью связано. А вот там таится опасность и обман. Скрытая опасность и обман. Что это значит? Значит, то, что ты пока что не хочешь видеть, либо не видишь, либо не замечаешь. А если замечаешь, то пытаешься не придавать этому значения. Время тратишь зря, говорят тебе. А, Останешься... Ну, то есть не трать время зря, чтобы не остаться в слезах. Что надо делать? Вот эта дорога в удовольствие. Надо посчитать свои деньги, прежде всего, да, сколько ты денег не заработала, пока общалась с каким-то человеком, например. На пустое. Вот что-то, видите как, неспокойная любовь, сомнения, печаль, разочарование, временное разногласие. Вот если такое присутствует в ваших отношениях, потому что я спросила, да, с какой сферой связано, тут у нас все-таки сердце, сердечной сферой, то подумайте, пожалуйста, прежде всего о себе. Не вкладывайте время в человека, в который вас не любит, да, либо который вас ставит на второй план. Не на первый, на второй, да. Ну, прежде всего мы, конечно же, должны думать о себе, да, потом человек. Но тут вообще человек поставил себя, потом других людей, потом какие-то дела свои, да, и только потом вас. Хотя его поведение может быть очень хитрым, этого человека, да, вот в которого вы вкладываете время, любовь свою, да. Например, он может в моменте, да, вот раз переключиться на вас, и вам кажется, боже, какая радость, все делает для меня. Но тут на пустое идет почему-то. Вам бы тоже взяться за свою судьбу. А с этим человеком чисто в деловых отношениях. Потому что вам бы сейчас думать о каком-то другом, о какой-то другой своей сфере развития. И тут мне показывают, видите, как денежная сфера. Так, какой... ну давайте, вот как раз вопрос такой хочу. Какую правду о важном человеке тебе нужно узнать прямо сейчас? Давайте так. Что там за человек, о котором ты хочешь узнать правду? Вот это правда. Человек стабильный, занят своими делами, думает больше о каких-то своих делах. Человек хороший, да, а для вас как? Правда. Ну вот какой-то важный человек для вас. У вас будет человек, который будет вас любить. Мне тут показывают двух людей, да, которые будто бы в разных энергиях. Один смотрит на вас влюбленными глазами, и вы на первом месте у этого человека, а второй взялся за свои дела, проблемки. И я вижу, что вы у этого человека все равно остаетесь на каких-то последних местах. А с этим человеком вы очень долго и счастливо будете жить. Да, прям любовь-морковь. Приятная встреча. Здесь говорят о том, что этот человек еще не встретился вам. Но в какой-то дороге вы его встречаете. Его, либо ее, тут любимого человека. Какой важный шанс ты рискуешь упустить, если пройдешь мимо? Вот как раз тот вопросик, который мы хотели узнать. Если ты сейчас не прислушаешься к этим советам, можешь потерять какой-то шанс в деле твоем, да, которое принесет партнерство и деньги. Вот так вот. Это тоже надо. Здесь что-то третье, чем ты еще не занималась. Это то, что покроет твои желания быть
в центре внимания, быть ну как, все твои амбиции закроет. Так. Есть на старом месте какие-то люди, которые косо на тебя смотрят. Мгм. Будто бы не хотят, смотрите, как деньги, большие деньги, которые вам причитаются, они не отдадут вам, не хотят дать. Так, что вам делать? Здесь карта четверочка, но она обозначается как семья. Вот что делать? Показывают семью. Комфорт, защита, стабильность. Вам это как-то уже какая-то возможность упущена была, оставьте как есть. Все, здесь нужно с этим распрощаться. Найти третий вариант, третий выход какой-то. Я вижу еще рядышком ответственного человека, который вам подскажет, либо вот какие-то деньги дает большие. Стабильность. Стабилизируется ситуация. Я вижу, что все-таки вас я вижу сейчас в такой стабильности и в спокойствии относительно и ресурсов, и своего морального состояния, да, состояния души. То есть ранки, да, например, если какие-то душевные, то они залечатся. Ну, я так вижу, что в кругу самых близких, либо какого-то близкого человека. Так, что же идет в твою жизнь? Ключевое событие, которое уже стучится в твою дверь. Давайте вот этот блок еще рассмотрим. Что идет в твою жизнь? Давайте каждый блок я буду смотреть с нового такого расклада, выкладки, да? Что же идет в вашу жизнь сейчас? Ключевое событие, которое уже стучится в твою дверь. Вот оно. Решение нужно будет принимать, хоть вы там как ни пытались обойти, но нужно будет. Дальше. Что-то идет такое, что очень сильно, к сожалению, может, как удар какой-то, да, вот как разочаровать вас. Но вы выходите из этого. Есть какой-то путь, да, выхода из этой ситуации. То есть даже если что-то случается, да, у вас есть какой-то легкий путь выхода из этой ситуации, и ваше сердце спокойно. Ну, вижу женщину такую стабильную рядышком, которая вам эту стабильность может состоятельная, либо женщина стабильная, вот так идет. Смотрите, то ли она вам рассказывает, то ли она такая амбициозна, то ли она вам рассказывает, что вы амбициозна, что вы как добиваетесь чего-то. Вижу дорогу. И людей, которые рядышком с вами, что-то обсуждают касательно вашей дальнейшей именно рабочей деятельности, да, вот рабочей судьбы. Это какие-то люди со стороны, но с которыми вы, я так понимаю, как в деловых связях, либо познакомились только что. Вот такое вот идет. И тут даже какие-то важные бумаги могут быть подписаны. Кто или что принесет тебе долгожданное облегчение? Любовь, новая любовь. Смотрите, туз– это новая любовь. Чувства, новые чувства, первые чувства. Это от желания любви, отношений. Тут девяточка и тоже любовная. Но почему-то есть какая-то горесть, да, от того, что в прошлом было. Да, вам сложно почему-то даже с этим человеком будет общаться немножко, ну, поначалу, да, потому что у вас есть какая-то ранка, или, ну, вот какую-то ранку показывают на душе, слезы. Но этому человеку вы можете выплакаться даже, я вижу. Вы прям, знаете, так можете прям рассказать, и вы знаете, человек выслушивает вас, и
Любовь, проявление любви. Ну, здесь девятка и туз, но тут говорят, что прям, ну, чувство через край. Этот человек очень любит вас. Или полюбит. Тут какой-то новый человек может быть. Ну, сфера любовная. Я спрашиваю, какая сфера? А тут любимая женщина выходит. Вы любимая женщина какого-то замечательного человека. Кстати, это будет знакомство. Я так понимаю, что это про ту дорогу рассказывает нам, да? Да, встреча будет. То ли в дороге, то ли после дороги, то ли как-то вот связаны с дорогой большой. Большой дорогой. Вы что-то будете обсуждать, а вы уже нравитесь человеку. Так, неожиданный подарок. Бонус, да, готовит для тебя судьба. Неожиданный подарок. После удара облегчение. Вот такой вот подарок и готовят. Вы даже не поймете, как так, как мне выйти из этого положения. А здесь, смотрите, опять карта четверочка. Я вам зачитаю. Семья, родственная связь, забота и так далее. Защита, комфорт. Ну, то есть тут могут говорить о людях, которые вам близки, приятны, и вы с ними вот как одно, одно целое. Тут не только боль облегчается вот просто так, да, тут реальная помощь идет. Хотя вам сказали, что вот именно этот удар именно как подарок идет. Парадокс просто, да? Что за подарок? И я спросила, да, и здесь выпадает десяточка. Все-таки это неожиданный удар. Зачитаю вам тоже эту карту. Неожиданность, неудача, провал, болезнь. Опасный чужой человек. Обман, большой обман, да. Тут уже если удар, так удар. Ссора какая-то. Ну и так далее. То есть вот почему-то это считается, посчитали высшие силы как подарок. Почему? Потому что у вас тогда кардинально поменяется жизнь. И из этого состояния есть легкий, классный выход. То есть как кто-то успокоит ваше сердце не просто так, а ну, делом, да, докажет. Дорога, показана еще дорога опять. Как изменятся твои обстоятельства в ближайшую неделю, в ближайшие 7 дней? С болезненного состояния. Ай-яй-яй-яй. Но в ближайшие 7 дней, конечно, вам придется взять себя в руки и вот это вашу проблему через неудобства какие-то, да, через какие-то тяжелый ваш период, да, пройти, все-таки пройти. Это ближайшая неделя. Чуть дальше показывает, что вы не просто взяли себя в руки, вы на коне. Вы королева. Но здесь кроется некий подвох. И будут какие-то моменты, в которых вы не управляете событиями. Пожалуйста, тут манипуляции могут быть, да, от каких-то третьих лиц. Что-то связанное с, видите, как с сердцем. Тут сердечный джокер выпал. За ниточки дергают. Вот так вот. Давайте дальше идти. Твой путеводитель. Давайте посмотрим, что же делать вот в этом всем. Я на остатке колоде, тут у меня еще половина колоды, посмотрю 4 таких важных направления. Да, что тебе категорически нельзя делать, чтобы вообще не испортить все. Это первое. Вот я как раз с этого и начну. Что нельзя делать. Так, какие-то манипуляции с деньгами сейчас нельзя делать. Не знаю, смотрите, не берите кредиты, я не знаю, тут какая-то девятка, это прям показано то, что осторожно, поэкономим там, например. Дальше, может быть, кому-то вы хотите подарить какой-то крупный подарок, не делайте пока что этого, потому что ну, Вселенная не считает пока, что это ваши деньги, наверное, да, потому что дальше пойдет отток очень сильный. Пожалуйста, никаких манипуляций с деньгами крупных не делайте в ближайшее там время. Чтобы не испортить все. Что-то такое вот прям замечательное будет тогда в вашей жизни, если прислушаетесь. На какое скрытое качество внутри себя тебе нужно опереться? Ваше скрытое качество. Деловитость я вижу здесь, умение договориться. Дальше вы можете каким-то образом получить деньги. Получить деньги методом договора, договориться.
Ваши качества, в принципе, умение считать деньги, но в последнее время почему-то вы это перестали делать. Это какое-то что-то вот произошло. И там уже было два Джокера. Все-таки это какие-то привязки непонятные, как будто бы не туда идете. Но видите как, здесь очень классный расклад в том, что вы-то и любовь встречаете, да, и в деньгах будет все нормально. Если немножко по полочкам разложите сейчас в своей голове, что и как, да, что как и зачем, и как действовать дальше. Главный совет, подсказка от твоих хранителей, да, твоих ангелов-хранителей. Главная подсказка. Показывают десяточку червовую. Ну что ж, что я вам сейчас зачитаю, не знаю, может вы поймете. Свадьба, счастье, сильная любовь и так далее. Близкие, родные люди, семейные ценности, интимная близость. В общем, тут что-то замечательное. Главный совет еще и подсказка говорит о том, что в твоей жизни это все запланировано, да, высшие силы просто держат для тебя это. А почему-то ты раз и свернула какой-то не той дорогой. А хорошо, а что это за не та дорога? Что это такое? Почему вам дорогу как будто бы... Мгм. Желание чем-то обладать, но по сути, смотрите, вы хотели много, а получили двоечку всего лишь. Незначительное что-то, минимум. Пошли на компромисс. А все это из-за какого-то человека, который вам нравится очень сильно. Кто бы там ни был, женщина, мужчина, кто-то. Это какое-то азартное чувство получилось у вас. Итог. Какой главный результат принесет тебе в ближайшее время? Главный результат. Первое. Тут у нас такое. Либо вы познакомитесь с каким-то важным человеком для вас. Результаты тут король идет. Но либо деньги дадут вам, осторожно, не пустите их в пустое. Вот. Тут есть что-то связанное с приходом денежных средств, но тут идет Джокер и самая пустая и отвратительная ситуация, связанная с тем, что вот когда выходит валет пиковый, он говорит, это всегда на пустое. То есть траты могут быть какие-то пустые. Вот тогда разочарование и затруднения, и финансовые трудности, если вдруг, не дай бог, вы сделаете вот именно такой шаг. Поэтому тут говорят, что не тратьте какую-то сумму в ближайшее время, чтобы на пустое не было, потому что тут идут к вам деньги. Вот, давайте я перекрою, пускай эти денежки придут, и ваша организованность, такая, знаете, самостоятельность и целеустремленность приведет вас к тому, что вы все-таки правильно распорядитесь этим. Будьте внимательны. Потому что главные результаты мне показывают большую карту финансовую, но это очень классно. Главный результат — вы получите деньги. Или же вам там отдадут, не знаю, расчетные, да, либо вы получите зарплату хорошую, либо вы найдете. Помните, там дорога была, и вы, когда приехали там на какое-то место, там идут переговоры денежные, и вы получаете хорошую работу, либо заключаете какой-то договор там на выплаты с партнером, да, и вы приходите к тому, что у вас будет шикарный бизнес. В общем, тут у каждого да, по-своему это все придет. Вам совет. Рассмотрите эту тему. Посмотрите, может быть, еще раз, если что-то непонятно. Либо и так, я думаю, что подсознание все равно все уловило, и вам хватит одного раза. Сходите на деловую какую-то встречу, но она идет через дорогу. Сделка, контракт, купля-продажа, подпись. Вот здесь вот карта это говорит. Вот. Стабильное положение вам, душевное и финансовое, обеспечено тогда. Все, мои дорогие, благодарю вас за то, что вы были здесь, за ваше присутствие, лайки, комментарии, финансовую поддержку. Я вас жду на следующих видео. И хочу, чтобы Вселенная вам в разы больше сыпала в ваши карманчики, чем вы стараетесь для меня. Всего самого наилучшего. Пока-пока.